Привет, друзья! Сегодня обзор моторной яхты моей мечты. Такую лодку я бы сам себе купил для комфортной жизни автономно, на якоре, в любой точке побережья и смог бы содержать ее и жить на ней, как говорится, на одну зарплату. Это классический траулер 80-х годов выпуска длиной 36 футов. По длине это как самая обычная лодка для комфортной жизни одного-двух человек. They want it to be exactly the boat. Then when you have done being a sailor, you go on to this one here, Yeah. because it's still a little bit of a sailboat, and so it's not because you want power. You just want to travel. To travel. That's right. Познакомьтесь с Яном. Это капитан, с которым я первый раз в жизни вышел в океан под парусом, да и вообще впервые отвязал веревки от причала на парусной лодке. В 2014 году я купил яхту Contest 31 «Бабушка Вариант» или «Северная Каролина», но не имел вообще никакого опыта. В первый день моего владения бабушкой нас с Яном познакомили. Ян стал моим первым учителем в море. Ему нужен был матрос для перегона его яхты во Флориду. Ян – датчанин, проживший жизнь в Америке. Он добрый, чуткий, мудрый человек. Он научил меня навигации по каналам, якорению, швартовке, азам хождения под парусом. Мы повидали многие города восточного побережья США, включая величественный Чарльстон. 2 недели мы шли из Северной Каролины до Флориды, о чем я писал текстовый судовой журнал, опубликованный в ЖЖ, ссылка в описании. Это увлекательное чтиво, я сам недавно начал его перечитывать, впервые за много лет, и не смог оторваться. Я благодарен Яну за опыт, сформировавший меня как будущего капитана, и очень рад навестить друга на его новой моторной лодке, на которой он живет на реке Гудзон в штате Нью-Йорк. Давайте разберемся, почему же он отказался от паруса в пользу мотора. This is called upstate New York. Yes. It's not a New York City. City. That's the two different things. This is two different things. This is state of New York. And New York City is not even the capital of New York Oh, State. That's really? Albany. Albany. Albany is the capital. Amazing, sir. Just like that. Just like that. And I will make a review on this boat, if you don't mind. Review, yes. But it is important to have a good engine when you only have one. Some of the big boats, they have two, of course, you know. But some of the real big boats, they have only gasoline engine. They have like 6 and 8 cylinder gasoline engines. They're so fucking expensive. Это пускозарядное устройство с аккумулятором внутри. Нет, это просто пусковое. Вот так вот живут обитатели моторных лодок в лице Яна. То есть они не парятся вообще за солнечные панели, ветрогенератор. Он заряжается от двигателя. 20 минут в сутки помолотил и зарядил. А если у него он настолько расслабился, что допустил разряд всех аккумуляторов, тогда он может вот этим пускозарядным устройством запустить свой двигатель и продолжить дальше жить. То есть совсем другая жизнь. И опирается это принцип на то, что на моторной лодке ты не используешь паруса, а ходишь всегда под мотором. И в этом заключается вся жизнь. Кормовая каюта. Широченная просто здесь. В 6-ром можно улечься. 2 здесь, 2 здесь, 2 здесь. 2 туалета, 2 с душем на 36-футовой лодке. Вот что такое моторная лодка, друзья. Вот что такое большой вместительный корабль. Даже если он на 36 футов размером, но здесь есть место для 2 душей. Все это работает с горячей водой, с подогревом проточным. При этом на лодке нету ни солнечных панелей, ни ветрогенератора, ни дизельный генератор не работает. И все равно этого достаточно, потому что моторная лодка — это то, что живет от двигателя. Таким образом, в марине проблем нет с электричеством, но живя на якоре, Ян включает двигатель в день на 20 минут, и его заряжает таким образом все батареи 4, которые у него есть. Вот этот вот инвертор позволяет запитывать там холодильник и все таким образом. Холодильник. The power boat is amazing. That's what I'm talking about. Yeah. Even here is good. That you can see I a use lot of it. space everywhere. I use this here. You know, when I'm on the river, Yes. I can't use the electric one. So Yes. on the river, I just bought it. I can use that. Yes. And so that runs with the same small one here. Yes. But when I get this done, you know, and there's nothing wrong with this. It's almost unused. It's Yes, just been sitting yes, and gotten very ugly. But the oven is almost unused. Very good. I just need to install, and the pipe comes from there and comes out here. So I can just have to connect the pipe there, and then the
pipe runs actually up here, goes through here, and then to the tank. That would be up The there. tank is going to be up there. Yeah, Uh-huh. it's going to be. I mean, I could put the tank down there, and you know what? In Europe, we will put the tank down there. I got a space here underneath, you know. No, it's not safe. But you're right. Right? It's not super safe. Okay. But you know, Oh yeah. whatever. But Things could. the problem is, of course, with propane that it's heavier than air. So if it leaks, propane ends up in the engine room, you know, and then all you need is spark from something, you know, and kaboom. All right. At least it's diesel, it's not gas. But if you had a gas engine, it would be a problem. But no, you put it up on the outside. So the engine is 120 Yeah, horsepower. 120 лошадей расходует 1 галлон в час. six cylinder. Yes. It's fun, So you it's know. fast Yeah, I Well, guess it's it's 25 knots. on 20. About 200 here. horsepower. Yeah, 10 And knots you here. go here, and Yeah. there's a gallon per hour right here. Here, if I go here, only at 10, little more than 10, it's a gallon an hour. And the speed is like 6, 8. 8, very good. Yeah. 8 узлов и расход всего галлон в час. It's actually better than my boat, my sailboat, under engine. Палуба широкая такая. It's unusual. Палуба широкая, да. Вот он говорит, эту лодку построили строители парусных лодок, чтобы тот, кто переходит с паруса на моторку, был удовлетворенный расходом и возможностью путешествовать. И не просто наслаждался какой-то мощностью, как вот на этой лодке, например, 25 узлов, скорость у нас вот 30 галлонов в час бензина. Вот. И здесь все проще и приятнее. Вот такую лодку можно примерно занести там за $1010 в готовом состоянии. В общем-то. How did you find her? I mean, it was a friend of yours or On the internet. on the internet, on Yeah. like Craigslist or Yeah, actually Craigslist, exactly. Exactly. На Craigslist вот нашел за 10 тысяч лодку. Может, она и дороже была, наверное, сторговался. И вот такая просторная палуба. Ну, вообще, чем не дом? Вообще, шикарно, шикарно. Вот пройдем датский флаг, потому что Ян датчанин. Пройдем с вами на мостик Flybridge. Здесь все довольно просто, утилитарно. И огонечек горит, диван прекрасный. Замечательно. Бимини, вот, то есть вполне адекватная вещь. На ней можно отправляться хоть куда. С расходом-то галлон-то в час. Это получается, моторишь, проезжаешь 80 миль за 10 часов со скоростью 8 узлов. За 8 часов расходуешь 8 галлонов дизеля, который стоит $3 за галлон. Трижды 8, $24 в день всего лишь за то, чтобы проехать 80 миль. Очень неплохой расход для моторной лодки, при этом с таким жилым объемом. Вот. Старик и море. What's that? It's not a rub rail to rub anything against. Just a decoration No, thing or no. what? Why? When you dive into the waves, Yes. the boat gets stopped by that and kept up. Oh really? It helps? Yes. This Yeah. thing helps? Yes, that thing helps on each side for not digging the nose Ага. into waves. Это, оказывается, против ныряния. Когда нос встречается с волной, замедляет погружение лодки в волну и уменьшает ныряние. Таким образом, так. Ничего себе, я думал, это какой-то отбойник. Нигде такого не видел. I'll show you this one down here. That's a real trawler also. It costs, I bought this for 10,000. The other one, if I was lucky, I could get for 20. But it's bigger too. But I thought it has a lot of problems with it. And I thought it was too big for me anyway. I don't need it that big. So I saved the 10,000. А вот этот траулер 40 футов уже, он чуть побольше, и тут уже цена $20 тысяч. При, в общем-то, the same year. Probably it's old like that. Ну тут больше. There's a lot of space here. Yeah. Yeah. Вот это да, 40 с чем-то, наверное, уже But, you футов. know, Вот it got- пример траулера другого типа, но здесь уже прям совсем и выход из кормовой каюты, и вот такая широченная корма. Ну, за $20 тысяч себе такой дом уже можно купить. One difference here is Примечательно. at mine, the deck stops here.
and then Yes. you step up, and then the back deck here goes all the way out to here. So the back deck is up here. But here, instead of, you don't have the back deck, you just have a cabin, so you can walk around, but you don't have a deck space. But of course, you can sit up there if you want Yeah, to put so a rail around it. Most of the time it's calm enough to sit out like that, and Yeah. there's a lot of space there. That's very good. It's bigger up there than mine. You know the owner? Yeah, they just bought it. They don't know how to sail it. They went out the very first thing, they fucked things up already. Ah. And Oh, that's what they did now recently? I think so. Uh-huh. It fucked up on this. Yeah, look at that. It's probably just got fucked by. Sure, yes, they didn't tie it up properly. No. No, No, I mean, there's nothing in between. надо тут кран подвинуть, чтобы не было. Right. Yeah. Also. Ну, такая лодка уже $60 тысяч, наверное, стоит или больше. Хотя она тоже. It's like from 90s too. This boat is from 90s. Probably. Yeah, вот с 90-х годов. Yeah. But those kind of furniture is perfect out here. You know, Да. it's plastic. So yeah, it's fake Rotterdam. Yeah. Yeah. But that's. Вот такая марина в штате Нью-Йорк, в городе Кингстон. Здесь зимой холодно, лед. Они не держат лодки в воде зимой, потому что вся эта река замерзает намертво. Ну, здесь долгая, длительная зима. И, ну вот, Ян платит $4000 в год, включая подъем и хранение зимой. Отдельно подъем здесь стоит около $100, а во Флориде, между прочим, подъем, спуск дороже. То есть это стоило там 150 мне подъем где-то, или 180 даже. Ну, там за фут рассчитывается. Мы все говорим о размерах 30-35 футов, 36 футов, вот так. Здесь, ну, $350 в месяц. Ну, вот сейчас сентябрь, так солнышко припекает, но прохладно. Погода, ну, такая, типа, южная Россия. До Подмосковья, конечно, по холоду не дотягивает, но вот такая вот марина. Это муринговое поле, и на котором, ну, стоят... This belongs to this marina too? No, it's free. It's free? Yeah. Why? Oh my god. Yeah. Здесь муринги бесплатные. Вот эти муринги, люди стоят плотно друг к другу в реке. Можно прийти бесплатно встать. То есть эти муринги люди сами понаделали для себя. И, ну, в принципе, если ты его оставишь без присмотра, его может кто-то другой забрать. Можно потом приехать и сказать, типа, это мое. И посмотреть, он уедет оттуда или придется бороться. Вот так. Всем добро пожаловать в Северные Штаты. Приливы и отливы здесь составляют 4,5 фута, то есть довольно много. Там остатки старых деревянных барж. Ну вот Яновский траулер за 10 тысяч. Только маленькие работы он провел. То есть где-то подкрутил провода, очистил водяные фильтры. То есть лодка за эти деньги идет, конечно, не в идеально сияющем состоянии, в котором все работает. Но, тем не менее, больших проектов он на ней никаких не делал. Все работает, все с горячей водой, с электрическими туалетами. Просто немножко не смотрели за лодкой несколько лет. И вот там... Фильтры забились какие-то водяные, и проводочки отошли, вот и все. Штат Нью-Йорк, бюджет которого, как известно, больше бюджета Российской Федерации. А площадь, ну, там пара тверских областей, наверное, да. Между прочим, Нью-Йорк город, хоть и является частью штата Нью-Йорк, но не является столицей. А столица штата Нью-Йорк Албани, я сегодня буду ее проезжать. И в высшей степени приятные места. Так все похоже на Нидерланды. Сделаны эти круговые движения везде, в сельской местности, пересечение дорог. Не просто перекрестки, а круговые. Климат дождливый, и такие домики с широкими окнами. И вот сюда вот я сейчас иду позавтракать. У меня сегодня длинный путь, 13 часов через всю страну. Я еду в Каролину, в Ориентал. И вот здесь все готовятся к чему? К осени. Везде тыквы. Я сегодня буду проезжать огромные тыквенные базары. И широкие, конечно, каминные трубы. Сейчас тепло. Начало сентября. Начало октября. Я путаю. Обычно такое в России начало сентября, если повезет. А здесь, хоть и самый северный штат. И города тут такие. Роттердам, Амстердам. Чем выше к северу, тем более пустые земли, пустынные пейзажи. Вот. А говорят, когда пересекаешь границу с Канадой, там куча народу живет сразу, потому что все канадцы живут на юге своей страны. Ладно, посмотрим, что за завтрак. Кукурузка, ничего себе. Ого. Ого. Вот это дары. Ого. Вот это осень. Вот она, осенняя ярмарка. Вот она, осень. Не знаю, не декоративные, наверное, эти все, или нет. Вот эти точно декоративные. А эти не знаю. О боже, какая красота. Ого. Вот такой фермерский рыночек.
О, аромат яблок-то какой. Яблоками пахнет. Ничего себе, ребята. Так, это apple sauce, то есть яблочное варенье. Это яблочное масло, что 5 баксов всего за такую банку. Интересно, интересно. Ну, сезон. Это никакой не кафе, это просто магазин. А, вот оно кафе, отлично. Тут маринованное все. Яйца с халапеньо, просто яйца маринованные, сосиски польские маринованные. Какая-то вообще немецко-нидерландская тема. Красные яйца. И вообще вот этого всего вот здесь вот столько вот. Вот огурчики. Thank you. Enjoy. Ketchup, it's all right here. Hot sauce, Thank ketchup, you. Oh my God. mustard. Amazing. В общем, огромный завтрак за $6. С сыром, беконом, да. И вот это вот все входит тоже. All of your fictional ways, master of play, endless. Посетив северные земли Нью-Йорка, Пенсильвании, Массачусетса и других штатов, я отправился обратно в Северную Каролину к себе на яхту «Бабушка», как бы приговаривая я остаюсь здесь жить!». В ближайших сериях посмотрим, куда же заведет меня американская мечта. Time, all of my days, all that I treasured, lost in a maze.